Всем привет, на связи уже не доктор, и давайте посмотрим на Ripple. Ripple сегодня доставил мне большие неприятности. Об этом я немножечко сегодня рассказывал в своем телеграм-канале, что должно быть это один из самых сложных графиков, которые я вообще на своем веку когда-либо встречал. На первый взгляд кажется, что сложностей на самом деле никакой нет, но когда начинаешь углубляться в структуру данного инструмента, складывается такое ощущение, что ты имеешь дело не с каким-нибудь супер популярным криптовалютным активом, а с каким-нибудь шиткоином, который практически не ликвиден на какой-то третьесортной бирже, созданной каким-то школьником. И знаете, когда такое может происходить? Когда на самом деле на рынке присутствует какой-то один, ну или всего лишь парочка крупных игроков, которые и, так сказать, танцуют весь этот актив. Видимо, роль сообщества настолько невелика в этой криптовалюте. Ну, если бы вот я даже не знал, что это такое, я бы вот сказал, что это шиткоин, да, если бы я не видел объемов, там, допустим, какая капитализация, просто посмотрел бы на этот график, это просто какой-то хаос, по большей части. Да, поэтому волновую теорию, как я ни старался сегодня здесь применять, готовясь к этому видео, мы будем стараться использовать по минимуму и все-таки прибегать к некоторым таким общим чертам, да, как, допустим, этот глобальный треугольник, на который, собственно говоря, все давным-давно много лет смотрели, и выход из которого, в принципе, пошел по плану. Да, то есть вроде бы никакого хаоса нет, и так вот если посмотреть, то здесь все в порядке. Здесь у нас есть первая волна, если так присмотреться, первая волна, вторая, растянутая третья, четвертая в виде треугольника, пятая, и вот у нас первый импульс пошел. Здесь у нас треугольник образовался, и еще одна волна роста. Но если смотреть на эту структуру под несколько другим углом, да, и когда ты, допустим, погружаешься, скажем, в этот график, например, на дневном таймфрейме или на 4-часовом таймфрейме и начинаешь смотреть, что происходило именно в те самые моменты здесь, то ты начинаешь понимать, что ждать от этого инструмента можно буквально всего чего угодно. И вполне может быть, что не здесь у нас закончилась пятая волна, а пятая волна на самом деле заканчивается уже где-то сейчас. И это просто растянутая пятая, в которой четверка оказалась тоже вот такой гипертрофированной, как треугольник. Да, с какой-то степени это нарушает правила волнового принципа, потому что у нас, получается, в таком случае волна А треугольника пошла глубже конца волны 4 предыдущего треугольника, что, в принципе, по правилам считается, что не может быть такого. Но в тех же самых правилах волновой теории есть некоторая оговорка. В треугольниках имеет вес именно последняя волна треугольника, волна Е, а она у нас закончилась вот на 39 центах. И именно она не должна нарушать первой волны структуры и там просекать ее даже начало. Тем более начало. Вот. Поэтому и я сейчас объясню, почему я на это обращаю внимание, потому что если мы посмотрим на такой сценарий, да, что у нас на самом деле вот эта еще пятая волна продолжается в какой-то степени, да, и мы отложим это отношение отсюда, то у нас уже где-то примерно мы можем и закончиться. Да? То есть мы выполнили цель 2,61, 0,382. То есть вот она. И с этой точки зрения, выглядит не очень. Но давайте вот таких моментов, это просто как пример. Если я сейчас буду показывать вот все, с чем я столкнулся, это займет, просто часы времени, и я просто за 2 часа гипноза этого графика, я так ненавижу работать. Вот если график тебе ничего не дает конкретного, то его мучить не надо. То есть это достаточно сложный график, который, чем больше ты на него смотришь, тем больше он тебе делает вопросов, да, то есть создает вопросов, нежели дает ответов. Но я понимаю, что многие сегодня держат Ripple, и предлагаю с этой точки зрения именно все упрощать, да. Вот если, кстати, давайте закончим вот этот момент, если все-таки это у нас была третья волна, то в таком случае мы где-то потеряли первую, может быть, первая вот она была, да, хотя это больше на тройку похоже.
Хотя даже я бы даже сказал, что здесь, похоже, был какой-то конец какой-то треугольника, здесь как будто бы 3 такие волны. По крайней мере, я вижу здесь тройка и здесь тройка, да, то есть трехволновые структуры. Извините, вам не видно было. Вот здесь раз, два, три, раз, два, три. То есть здесь, может быть, какой-то, просто мы не видим, да, история началась в какой-то момент, по всей видимости, для этого актива, когда уже, ну, рынок формировал какую-то определенную структуру, и под влиянием этой более глобальной структуры, соответственно, уже изменилось движение из самого репла, даже с самого его начала. То есть он как бы начался он явно не с какой-то вот первой волны, потому что видим, что вот это вот донышко было глубже этого. Хотя с другой точки зрения, может быть, торги начались где-то по ценам более дешевым, и тогда можно воспринимать, что вот здесь у нас где-то начиналась первая волна. Ну окей, давайте даже вот померяем тогда вот эти вот, что посчитаем, что это от первой до третьей. Да? То есть в этом тоже как бы сложность заключается, что мы не понимаем, это что у нас за структура. По одной лишь только третьей волне мы не можем определять цели. Нам нужна вся структура. И в данной ситуации, если будем отмерять по классике, что это треугольник, то тогда у нас как бы цели при вот особых отношений не стал здесь выделять, ну, примерно цели, много чего там указывает на разные уровни, ну, примерно это в район 4,80, там 5,60, 4,80-6 долларов, да, очень рваный график. Нельзя сказать, что есть какие-то прям конкретные уровни. Ну вот чаще всего встречался этот вот диапазон, что я сегодня наблюдал, и диапазон района 26-30 долларов. То есть вот примерно этот вот уровень. То есть вот эти два уровня наиболее вероятны, куда еще, на мой взгляд, может двинуться график, если пытаться как-то натягивать сову на глобус, здесь используя волновую теорию. Потому что как только ты начинаешь присматриваться к этим волнам, есть масса вопросов. Можно даже посчитать, что это была первая волна. Да? То есть вот здесь у нас была коррекция АБЦ, а здесь вот это на самом деле можно посчитать как импульс. Ну, я вам так хочу сказать, вот здесь вот не обязательно считать это как тройку, да, хотя очень хочется, кажется, что здесь как будто бы двойной зигзаг, соединенный волной X, какой-то бегущей там плоской коррекции. Ну, здесь вот много таких вариантов есть. Но если вот относиться к этому графику, то, на мой взгляд, нужно относиться ему так, как будто бы, ну, вот ты не знаешь волновой теории. На мой взгляд, это будет в данном случае намного-намного лучше, потому что волновая теория только добавляет здесь проблем. Единственное, где мы можем как-то еще волновую теорию здесь попробовать применить, только на последнем участке. То есть, в принципе, да, можно смириться с тем, что это треугольник, да, наиболее подходящий, на мой взгляд, сценарий, хотя тут на самом деле можно поспорить, что здесь за структура. Здесь очень неоднозначно все. И если так, то здесь явно присутствует уже первая волна, вторая. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Первая волна, вторая, растянутая третья, да, 3 волны. И сейчас у нас волна номер 4. Здесь возникает вопрос. У нас эта четверка уже закончилась, и уже в процессе последняя пятая волна, которая приведет уже к этим целям, да, там в район 5 долларов или 25-6, там 30 долларов. То есть куда это все дальше двинется или нет. Но для этого, ну, нужно увидеть хотя бы обновление вот этой вот вершинки 2,64. То есть она выступает здесь вот с другой точки зрения, да, можно посмотреть на, если забыть про волновую теорию, можно посмотреть на всю эту структуру как на паттерн технического анализа, более упрощенного, графический паттерн долгосрочный, как вымпел, да, с целями, вот он смотрит на 15 долларов, 15-16 долларов. Ну, то есть намного выше. Обычно отмеряется длина вот такая флагштока, да, можно чуть-чуть даже поскромнее, можно вот так взять. Именно чисто по прямой линии, и с точки пробоя. Вот тогда вот здесь совпадает какой-то у нас здесь еще уровень, видите, 13 долларов, что-то тут у нас по фибе совпадает, какая-то у нас здесь линия. Давайте назад чуть-чуть откатимся и посмотрим на недельном таймфрейме, что там у нас совпадает с целями этого флагштока. Да, это у нас получается 0,5 уровень, да, 12,80, ну и цели этого флагштока тоже туда смотрят. Ну, давайте отметим еще тоже этот уровень. Не такой жирный, конечно, он будет у нас. Ну, давайте второй жирности поставим. Хотя я бы на самом деле выделил его бы на единичку, потому что уровень 0,5 сам по себе слабенький. То есть нужно выделять 0,382 и 0,618 в первую очередь. То
есть я бы его вот так потоньше бы поставил все-таки. И сам флагшток, цели по флагштоку тоже, по вымпелу тоже считаются мало надежными, да, про установку таких целей. То есть вот отношения все-таки по Фибоначчи, они поточнее будут, поэтому им больше вес придается. Вот, так что пока что на данный момент картина бычья у Рипла, и складывается впечатление, что не хватает ему еще одной волны для завершения. Хотя, опять же, сегодня изучая достаточно долго, как ходит Ripple, я часто вижу, что он любит ходить тройками. То есть даже если вот мы взглянем, мы на дневке смотрели, да, вот этот вот участок с вами, там видно, что она пятиволновая структура. Здесь вот маленькая первая волна была. Ну а так посмотришь на недельном таймфрейме, здесь чистая тройка. То есть он прямо вот очень любит ходить тройками. Его проблема этого инструмента в том, что он очень резкий, очень быстрый. И в этом и заключается, да, впечатление, которое складывается, что ты имеешь дело с каким-то низколиквидным активом, где буквально один или несколько игроков могут сильно изменить картину на нем. И я такие инструменты, честно говоря, не люблю. Да? То есть в них можно заходить за счет этих сильных движений, но заходить можно только при одной тактике, если вы используете условные ордера. То есть, допустим, стоп-вход ордера. И обязательно нужно использовать защиту. То есть стоп-приказы здесь вдвойне необходимы. То есть они в принципе необходимы всегда, а здесь вдвойне. То есть все, на что можно рассчитывать при таких скоростях, это только не ручной вход и выход, да, здесь вот прям. Ну, хотя, конечно, наверное, если вы там круглосуточно сидите возле графика, наверное, вы можете и руками это все делать, но, на мой взгляд, такие инструменты, если и торговать, то только условными ордерами на пробой уровней. В данном случае на продолжение лонгования всей этой истории минимальным требованием является пробой вот этого уровня с некоторым процентным отклонением. То есть можно сверху наложить какой-нибудь ATR, да, с коэффициентом 0,5, например, и посмотреть, где у нас. То есть он у нас, получается, предлагает нам на всякий случай даже немножко побольше забрать, там 2,86 пробой, и тогда уже только пробив этот уровень, заходить в сделку. В такие ситуации на пробой уровней, так как пробой — это всегда компромисс для входа в сделку, и у вас всегда будут цены хуже, чем были самые лучшие, то есть вы никогда не словите дно таким образом или вершину, но зато у вас будет сделка более верняковая. То есть это такой очень жесткий компромисс. Я обычно, когда захожу по стоп-вход ордерам, я обычно захожу максимум на половину позиции по стоп-вход ордеру и жду, если будет отклонение. То есть если будет возвратный ход после пробоя этого уровня, смотрю, какие там есть уровни поддержки ближайшие, и там еще расставляю немножко лимитники, да, и стоп ставлю за последней впадиной. Соответственно, здесь достаточно такой будет большой простор между входом 2,86 и стопом 1,61. То есть пока мы не пробьем этот уровень, вообще, мне кажется, Ripple трогать не надо. То есть если вы еще не в нем, то есть не нужно этого делать. Если вы уже в Ripple, ну, может быть, стоит все-таки еще посидеть, да, и просто поплотнее защитить свою позицию там под $1.61. Здесь у нас как раз на этом уровне рядышком находится и скользящие средние, это у нас 50-дневный период. Ну и, конечно, с фильтром ATR, например, или другой какой-нибудь по волатильности основанный фильтр. То есть в данном случае ATR с коэффициентом 0,5, даже от этой впадины, то есть это $1.38. Можете посмотреть еще там на дневке, можно посмотреть какие-нибудь более, может быть, там есть какие-то более выраженные уровни. Но они далековато все находятся, $1.30. Вот если это был недельный, 50-недельный, да, скользящая средняя. Кстати, мы не посмотрели, она вообще легитимна для недельного таймфрейма здесь или нет. Давайте отключим сейчас все художество. И ATR отключим. 50 недель, да, голубая линия. Ну, в принципе, были реакции, да, были реакции от 50 недель. И здесь даже были с некоторым проколом. Но видите, из-за того, что вот он такой вот быстрый инструмент, здесь все-таки большую надежность представляет из себя 200-недельная средняя скользящая, вот желтая линия. То, что во время формирования треугольника он не всегда чисто отрабатывал, это как бы считается нормально. А это уровень вообще 85 центов. В общем, тоже, видите, возникают некоторые моменты, когда ты не понимаешь, а где же тебе защититься здесь лучше всего.
Но если смотреть на эту всю структуру как на треугольник, то, конечно, четвертая волна ограничена лишь концом первой волны. Иначе это уже завершенная полностью импульсная структура. А здесь уже 65 центов. Вряд ли вы захотите ставить себе стоп-приказ на 65 центов. Наоборот, я думаю, вы захотите, если у вас уже есть на этом прибыль, то сохранить эту прибыль. Вот. Входить в Ripple в данный момент можно, на мой взгляд, только на пробое хотя бы вот этого значения. Может быть, даже с некоторым коэффициентом ATR. То есть, как мы смотрели, 2,85 и так далее. Можно посмотреть еще на график Ripple Bitcoin. И здесь, ну, здесь вообще какой-то тихий ужас. Вы просто посмотрите на этот график. Он просто состоит из огромного количества перекрытий, и складывается впечатление, что здесь какая-то нескончаемая коррективная структура находится у нас, которую сложно вообще хоть как-нибудь оценить. Ну, мы можем здесь попробовать прочертить хотя бы канал и угол наклона, попробовать сделать по этим двум вершинкам. Хоть какую-то информацию отсюда выцепить. Давайте попробуем трендовый канал провести. Вот поточнее, как попробуем это сделать. И посмотрим, что у нас происходит здесь. Да, этот трендовый канал подходит, потому что мы видим большое количество реакций от медианной линии. Мы провели по двум вершинкам здесь и видим реакции, как минимум, были в этой области. Да? Хотя здесь достаточно субъективно все. Можно и так даже провести. Но тогда не совсем все совпадает. И Ripple еще, знаете, в чем сложность? Некоторые структуры на нем выглядят лучше на арифметической шкале, чем на логарифмической. Здесь как бы возникает даже спор. А что же с ним все-таки делать? С какой шкалой пользоваться? Видите, я немножко подровнял уже трендовый канал, и кажется, что вот он лучше реагирует с этими ценами, но тогда уже меньше реакций с четвертями, да, и с медианой. Поэтому, я думаю, первоначальная версия, которую мы провели, была лучше, несмотря на отсутствие реакции. Но здесь вот получается мы с вами видим, если глобальнее к битку посмотреть, мы видим мощный уровень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 реакций, по крайней мере, за последние 5 лет от уровня 3/4 данного трендового канала. То есть он выступает в любом случае с сопротивлением. Пока мы ниже него, говорить о том, что как-то еще будем лететь выше, ну, достаточно проблематично. С точки зрения технического анализа входа здесь может быть 2. Первый вход — это локально уже посмотреть на вот этот вот паттерн, и опираясь на то, что мы находимся выше ключевых средних скользящих на недельном таймфрейме, да, и они, в принципе, ведут себя более-менее пока что нейтрально, не сказать, что там по бычьи или по медвежьи, но тем не менее, опираясь хотя бы на какие-то косвенные сигналы продолжения данного восходящего движения, можно попробовать заходить. Но в данном случае минимально это слом вот этого нисходящего тренда, который длится с февраля-марта. Да, вот это вот движение, мы видим здесь несколько касаний есть. Пробой его и пробой вот этого вот уровня, то есть вот этого вот значения. Соответственно, можете пару Ripple Bitcoin себе открыть. Да, я вот такой кастомный сделал, потому что если мы откроем самый старый, допустим, Ripple Bitcoin на Binance, здесь очень много шума. Посмотрите, что здесь происходило. Вот такие вот всплески с ошибками, да, повсплывали. Поэтому лучше, конечно, более чистый график Ripple USD, Bitcoin USD к индексам провести такой кастомный график. Выглядит он вот таким вот образом. Как обычно, все эти типы графиков оставлю в своем телеграм-канале, чтобы вы могли у себя их тоже вбивать в своем TradingView для того, чтобы отслеживать именно эти графики, прямо которые в видео показываются. Вот. Тут, видите, с одной стороны мы вроде бы выше этих средних скользящих, с другой стороны нас подпирает прямо линия 3/4 данного трендового канала. В данной ситуации тут вообще хотелось бы видеть как минимум, да, слом вот этой вот последней трендовой линии, пробой вот этого уровня. Здесь тяжело сказать в цифрах, да, что это на данный момент, потому что, ну, специфика графика такая. Ну, давайте на Ripple, откроем Ripple, соответственно, к биткоину на Binance, и это уровень 2600 примерно сатош, 2566 и 2636. То есть это примерно эти уровни. То есть это первое подтверждение, то есть стоп-вход можно поставить чуть-чуть выше этого уровня. Второе подтверждение — это стоп-вход чуть выше 3400 сатош. То есть если мы возвращаемся обратно на вот этот вот график, где я здесь работал. То есть вот этот вот уровень соответствует где-то уровню 3400 сатош, да, вот как вот здесь на этом графике мы. И он, в принципе,
согласуется с предыдущими тоже вершинками. Но тоже, видите, есть масса таких ложных заколов, поэтому не помешал бы здесь тоже фильтр по ATR. Не помешал бы, да. И в данном случае это... Ну, давайте вот здесь применим его. В данном случае это даже 3577 сатош, то есть это даже чуть-чуть повыше. Опять же, трейдинг, на мой взгляд, в данной ситуации... Вообще трейдинг — это поиск компромиссов. Работая с риплом, в особенности в данной ситуации, в этом контексте, в этом месте, это работа с компромиссами в тройне, в четверне. Потому что, ну, с одной стороны, если вот так вот посмотреть глобально, как мы с вами посмотрели, у нас появился глобальный треугольник, а это предвестник последнего заброса в том же направлении. То есть это последнее движение в рамках более глобального большого цикла для движения этого инструмента. То есть последний рост. И этот рост уже сформировал большую свою часть, то есть 3 волны. И сейчас 4-ю волну формирует из 5 волн. Единственная надежда на что? Что 5-я волна будет какая-то там растянутая. Хотя бы на 0,618 пойдет, а еще лучше на 1,618. Но 1,618 очень вряд ли, потому что это уровень 31 473 долларов. Это глобально. Или если мерить конкретно последние движения, да, если вот предполагать, что это у нас первые 3 волны, и здесь у нас закончилась как раз 4-ка, то здесь у нас уровень 6 долларов он показывает, но 1,618 это район там 60 долларов, 61 доллар. Видите, здесь еще вот есть 1,272, тоже совпадает с этим уровнем. Вот, да, давайте теперь пожирнее этот уровень поставим, потому что уже здесь, видите, третье совпадение на 27,60 мы видим 1,272. Ну, тоже уровень 1,272, тоже нетипичный, достаточно редко встречается, но втроем, ладно, они заслуживают того, чтобы я сюда все-таки поставил пожирнее, да, этот уровень. Так он у нас и так жирно здесь. Вот этот вот уровень мы с вами, по-моему, жирным не выставляли. Угу, точно, сори. Так что вот, видите, уже 3, даже 4 здесь значения указывают на район 26-30 долларов. То есть очень много чего указывает именно туда, и глобально, и локально, если смотреть. Но опять же, заходить в лонги, ну, нужно на пробоях. И если это к битку обозначенные ранее уровни, если это к доллару, то это 2,86 и, соответственно, 3,58. И стоит ли игра таких свеч с учетом того, что защищать всю эту историю в любом случае, если, допустим, даже отсюда начнется рост, нужно будет под этой впадиной, то есть это $1.58. Но вы должны понимать, что заходить в сделки, где риск-профит составляет у вас соотношение меньше, чем 3 к 1, не имеет смысла. То есть нужно искать более выгодные сделки. Давайте померяем. Ну, вот предположим, что средняя точка входа, даже со всякими усреднениями, с половинчатыми входами, с коррекциями, можно попытаться добиться там 2,80, да, в данной ситуации. И если поставить стоп-приказ по ETR под эту впадину на $1.39, и предположим, что можно, да, рассчитывать, попытаться там, например, на середину этого канала, да, там 5,50 или 5 долларов, там, чуть-чуть консервативно, то у нас здесь соотношение 2,20 к 1. 2,20 к 1. Очень слабовато. А нам надо хотя бы вот 3 к 1 минимум. То есть это надо целиться тогда на верхний диапазон. Ой, это какой? У нас здесь, извините, здесь у нас вообще соотношение, не то посчитал, соотношение 1,89 к 1, да, то есть риск-профит. Мало. Если вот верхняя граница, то 2,23, то есть вообще никак. То есть нам надо минимально целиться тогда хотя бы на 3 к 1, чтобы достичь, это 7 долларов. Но на 7 долларов у нас мало чего указывает. Самое ближайшее, что у нас указывает, на 13 долларов, там 12 копейками. Тогда здесь уже 7,45 к 1. И если брать минимальные цели где-то в середину этого диапазона, там пускай будет 28 долларов, то это 18 к 1. Соотношение риск-профита очень-очень даже неплохое. То есть, в принципе, имеет смысл. Но когда это может произойти? Давайте с вами подумаем. Ну, вероятно, такой рост рипла может произойти в условиях глобального альткоин-сезона. Вряд ли Ripple будет сам по себе продолжать сильно так быстро расти. Хотя может. В случае с риплом это, кстати, может быть, потому что он такой сам по себе товарищ, плюс все-таки у него фундаментально там улучшается обстановка в плане СЕК, все эти суды, и вроде бы там как-то даже штраф у них им уменьшили значительно. Поэтому, может быть, действительно и против рынка даже попрет. Сейчас буквально пара подтверждений требуется для того, чтобы продолжать заходить сюда в какие-то лонги. Опять же, обозначенные ранее уровни. Если мы идем ниже доллара, уже $1.60, да, вот этой вот впадины, то, ну, все еще будет сохраняться возможность подъема, пока
еще одной волны роста, пока он не пойдет ниже $69. Но тогда, если мы будем падать уже существенно ниже этой впадины, там спустя время надо пересматривать будет этот график еще раз и еще раз и еще раз, и смотреть, что там уже какая-то новая информация появилась, может быть, будет какой-то новый сетап, новые точки входа. Но если мы не будем опускаться, не преодолевая вот это 2.80, 2.70, 2.80, если будем опускаться дальше ниже, то там надо будет просто пересматривать идею лонгов. И лонговые идеи будут сохраняться вплоть до тех значений, пока Ripple находится выше $69. Но залетать прямо сейчас в него, я считаю, что смысла нет никакого. Слишком велики риски, лучше пожертвовать 10-20% от будущего профита, но в пользу все-таки более безопасной сделки. Такой вот сегодня обзор, ребятушки. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мою телегу, на мой YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокол, чтобы новые видео не пропускать. А я вам всем желаю жирного профита. Увидимся.